Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами замечательными рецептами восточных сладостей. Это вкусная сладкая халва из семян подсолнечника, великолепное печенье гата с грецкими орехами, и сливочный щербет с арахисом. Все рецепты очень доступные и готовятся проще простого. Готовлю вкуснейшую халву из семян подсолнечника. Форму я выстелила пергаментной бумагой. Семечки надо предварительно промыть, обсушить и обжарить на сухой сковороде на среднем огне примерно 10-15 минут. Теперь еще горячие семечки измельчаю в блендере до состояния тягучей пасты. Добавляю в них мед. Обязательно давайте технике отдохнуть, чтобы она не перегрелась и не сломалась. Также я добавляю в массу 1 столовую ложку растительного масла. Так легче идет процесс измельчения. Получается вот такая тягучая масса. Перекладываю ее в миску. Готовлю сахарный сироп. В сотейник всыпаю сахар и вливаю в воду. Варю сироп до температуры примерно 117-120 градусов или до пробы на мягкий шарик. Пока варится сироп, взбиваю яичный белок до крепких пиков. Добавляю в него соль. Проверяю готовность сиропа, вливаю немного в холодную воду. Если можно собрать сироп в мягкий шарик, он готов. Горячий сироп тонкой струйкой вливаю к взбитому белку и взбиваю еще примерно 1-2 минуты. Должна получиться тягучая масса. Добавляю ее к пасте из семечек, перемешиваю. Можно оставить разводы, так халва получится мраморная. Перекладываю массу в форму, разравниваю, закрываю сверху пленкой и ставлю в холодильник на 3-4 часа. Сейчас халва еще мягкая и нежная. Можно ее оставить подсыхать на столе, тогда она будет рассыпчатая. Готовлю вкуснейшую гату с орехами. Просеиваю муку и разрыхлитель. Добавляю соль и сахар. Перемешиваю. На крупной терке натираю масло. Перетираю с мукой до однородной крошки. Добавляю кефир, яйцо и экстракт ванили. Быстро замешиваю тесто. Перекладываю в пакет и отправляю в холодильник на 30 минут. В миску выливаю яичный белок, добавляю соль, экстракт ванили. Перемешиваю венчиком. Всыпаю измельченные орехи и сахар. Перемешиваю. Стол присыпаю мукой. Тесто делю на 2 части. Одну раскатываю в прямоугольный пласт толщиной примерно 2 мм. Сверху выкладываю половину начинки, распределяю и сворачиваю плоский плотный рулет. Разрезаю его фигурным ножом на кусочки шириной примерно 4 см. Перекладываю их на противень с силиконовым ковриком. Сверху смазываю желтком и вилкой наношу рисунок. Отправляю выпекаться при температуре 190 градусов примерно на 20 минут. Получилась самая вкусная и красивая гата. Еще один шикарный рецепт восточных сладостей – это сливочный щербет с арахисом. У щербета очень нежная, рассыпчатая структура, приятный сливочный ореховый вкус. Готовить все я буду на сковороде с толстым дном. Выливаю в сковородку сливки. Также вместо сливок можно использовать жирную сметану. Всыпаю сахар
И добавляю 1 пакетик ванильного сахара. Перемешиваю. И теперь эту массу мне надо уварить до загустения и до того момента, как она начнет менять свой цвет на такой красивый, нежный, карамельный. Надо все время помешивать, чтобы сливки не подгорели. Также сразу я подготовила форму, в которую буду выливать мою сладкую массу. У меня размер формы 18 на 22 сантиметра. Я ее выстелила пергаментной бумагой. Масса уже кипит. Варю на среднем огне. Рекомендую использовать сковородку или кастрюльку с высоким бортиком, чтобы масса не убежала и вам удобнее было перемешивать. Масса уже на глазах становится гуще. Жду, когда появится такой приятный карамельный цвет, но не слишком темный. Карамель должна быть такая, можно сказать, молочная. Я сейчас перемешиваю, и уже появляются такие сахарные нити. Я готовлю все без термометра, просто ориентируюсь на плотность массы и на ее цвет. Еще буквально пара минут, чтобы она стала более такого карамельного оттенка, и все готово. Масса уже вот такая густая. Всего по времени я ее уваривала примерно 25 минут после активного закипания. Плиту я выключаю, массу еще перемешиваю, так как сковородка горячая. И сразу же сюда я всыпаю орехи. Перемешиваю. И все перекладываю в заранее подготовленную форму. Действуем сейчас довольно быстро. Разравниваю. Стараемся все плотненько прижать лопаткой. Сейчас я все оставляю остывать до комнатной температуры, а затем отправлю на пару часиков в холодильник. Посмотрите, у меня сейчас здесь немного массы застыло на лопатке. Вот видите, она получается такая нежная, очень мягкая. У меня прошло пару часов, щербет стоял в холодильнике. Он уже хорошо застыл. Достаю его из формы. И сейчас остается только нарезать его на кусочки. Немного разломался. Посмотрите, какая великолепная структура. Как же это вкусно. Щербет немного крошится при нарезке, но это именно благодаря его вот такой хрупкой структуре. Эти сладости такие вкусные. Рекомендую их приготовить и попробовать. А я желаю всем приятного аппетита и приятного просмотра. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Easy Cook, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.